Следующий город, который мы посетили в рамках нашего кавказского путешествия, был Нальчик, столица Кабардино-Балкарской республики. Здесь живут 265 тысяч человек. Большинство населения города кабардинцы 48%, русских 31% и балкарцев 9%. Город остается популярным туристическим центром. Многие приезжают сюда на санаторное лечение, а для других это обязательный пункт для начала путешествия по горному региону. Очень зеленый город, много деревьев. Нальчик действительно очень зеленый город, и я бы его характеризовала как живой, уютный, свежий и ухоженный. И первое, с чего мы решили начать знакомство с Нальчиком, это с известного ресторана Сосрука, сооружение в виде огромной головы героя нардского эпоса с факелом в протянутой руке. Столь необычное здание было возведено в 1970-х годах. Здесь мы попробовали говядину в соусе с добавлением кабардинской пасты из пшена и манки или кукурузной муки, заказали лакумы, обжаренные в масле пышки, и люля-кебаб. И если меня смотрят местные, напишите в комментариях, где, по вашему мнению, готовят самую вкусную национальную еду. Рядом с рестораном расположилась канатная дорога, которая приведет вас прямо в парк. Но так как я не была настроена на экстрим, мы едем на машине. Кстати, советую заглянуть на козий рынок. Здесь огромное разнообразие изделий из натуральной шерсти. Можно найти все, что душа пожелает. От мягких, как облако, платков и шалей до уютных носков и свитеров, способных согреть даже в самый лютый мороз. Они такие шерстяные, что аж зрение пропадает. Обалдеть, да. Какая прелесть. Это вот полушерсть, а это коза. А, это из козы, да? Да. Вообще шедевр. А вот это, не хочешь себе? А это завод какой-то или вы сами? Нет, я сама вяжу. Сами? Вот так. Я из-за этого так не добавляю много. Я сама вяжу. Ничего себе. Меня устраивает такая цена. Они теплые, да, наверное? Вот такие есть коротенькие, эти по 200. Вот такой большой размер есть. Вот большой еще размер, если надо. Давайте мне вот эти вот. Да. Отдельного внимания заслуживает ценовая политика козьего рынка. Стоимость изделий из козьей шерсти здесь начинается от 200 рублей. Именно здесь лучше всего покупать подарки друзьям и родственникам. Вместо магнитиков купите теплые вязаные носочки. Такой подарок будет гораздо приятнее получить. А вот Тима взял на подарок такие носочки. Тут интересная такая вязка, вот это вот для пятки. Прикольные. У меня тоже такие были в детстве. А что себе не взял? А зачем они мне нужны? У нас тепло в квартире. Кстати, продавцы прямо на местах вяжут все эти изделия. Очень антуражно. Наша следующая остановка – Тажукинский сад. Считается одним из самых больших парков на территории Северного Кавказа, уступая лишь Кисловодскому. Сад занимает 173 гектара земли. Главная аллея имеет протяженность около 1,5 километров.
Атажукинский парк плавно перетекает в центральный парк. И вы знаете, Нальчик действительно очень зеленый город, и парки здесь просто огромнейшие. Поэтому, чтобы пройти их пешком, нужно очень много времени. У нас времени нет, поэтому, та-дам, как всегда, выход – это самокаты. С территории центрального парка поднимается канатная дорога к ресторану Сосрука и смотровой площадке на горе Малая Кизиловка, на которой мы с вами были ранее. В этом парке стандартный набор развлечений, большая часть из которых предназначена для детей с маленькими детьми. Есть парк аттракционов, веревочный парк, зоопарк и бювет. Также в парке есть вот такой вот интересный ресторан в форме пивной бочки. Мне очень понравился этот город. Мы прогуливались по парку и вышли на такое красивейшее озеро под названием Курортное. На берегу рестораны, кафе, пахнет очень вкусно. И в этот город хочется вернуться. Курортное озеро – это искусственное озеро, созданное в середине 20 века в городском парке. Водой оно наполняется из горной реки. Я думаю, что для жизни это очень комфортный город. В Нальчике мы гуляли один день. Прошу нас простить, мы хотели поскорее увидеть Эльбрус. Поэтому, проснувшись на следующее утро, мы отправились в путь. Ля, какой маленький. Согласен. С чем согласен? Сколько их здесь? Дорога идеальная, природа невероятная. Тебя окружают высокие зеленые горы со всех сторон. Впечатлил город Тырныауз. Он расположен на трассе на пути к Эльбрусу. А знаете, что интересно? Этот город считается самым высокогорным городом России. Он расположен на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Здесь проживает 20 тысяч человек. Тырныауз был основан 90 лет назад при открытии месторождений, сначала молибденита, а потом и вольфрама. На заводе работали тысячи людей, и к рудникам из города их поднимала канатная дорога. Город рос как на дрожжах, и для приоритетного передового предприятия снабжение было соответствующее. Детские сады и школы были переполнены, в городе были кафе, кинотеатр, универмаги, спортивные комплексы, но ничто не длится вечно. После распада Советского Союза в 90-е комбинат лишился оборонных заказов. Снизилась добыча руды. Цены на вольфрам и молибден пошли вниз, и комбинат покатился в пропасть. Закупать сырье в Китае оказалось дешевле, чем добывать самим. Начались сокращения и закрытие части производств. Градообразующее предприятие умирало, а с ними город. Жирную точку в истории комбината поставил сель 2000 года. Мощный грязевой поток сошел на город, круша мосты и коммуникации. Некоторые районы города стояли в воде по второй этаж. Несколько домов были разрушены, многие семьи пострадали. В 2001 году Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат объявили банкротом. Со времен расцвета комбината население сократилось, молодежь уезжает, квартиры обесцениваются, туристов мало, и они предпочитают останавливаться поближе к горнолыжным трассам. Местные надеются на обещание восстановления комбината Ростехом до 2025 года. Поэтому надеюсь, что город еще вернет свою былую популярность, потому что у него все для этого есть, особенно его невероятное месторасположение.
А тем временем мы все ближе к Эльбрусу. Но это вы увидите уже в следующем ролике. Не забудьте подписаться и до скорых видео.